Итак, я прошел Metal Gear Rising: Revengeance трижды. Дважды на нормальном и последний раз на сложном уровне сложности. И что я могу сказать об этой игре? Я бы не прошел ее 3 раза, если бы она не была настолько хороша. Если не охренительная вообще. Сюжет, геймплей, графика, саундтрек. Ну это прям вообще отдельная тема. В этой игре почти все сделано хорошо. Она эпична и динамичная, хотя и имеет некоторые проблемы. Не все же может быть идеальным. Но давайте по порядку. Белый на связи, и мы начинаем. Сюжет. Сюжет в игре хорош тем, что, чтобы его понять, не надо проходить все игры серии, начиная с Metal Gear на MSX2 и заканчивая 4-м МГС, которого до сих пор нету на ПК, и на Xbox, и на PS4 даже нету. Ну так и остался на PlayStation 3. Грустно. Ведь события в игре происходят как раз после событий Metal Gear Solid 4. Возможно, я даже сделаю марафон стримов по серии Metal Gear, кто знает. Если мне ПК потянет. Но вернемся к Райзингу. Кратко о сюжете. Значит, какой-то американец поехал кукухой и захотел построить новую Америку на остатках старой, которую он хотел снести. В его Америке будет царствовать народ сильных и независимых людей. А тех, кто слаб, просто сожгут на костры. Но для реализации его ебанутых идей надо было стать президентом. Для этого он хотел устроить войну в стране третьего мира, чтобы в это время привлечь к себе людей и стать президентом. А вместе с этим он собирает команду киборгов-убийц, которые как раз любят войну и ее экономику вместе с этим. А мы, хорошие ребята, пытаемся остановить этих ублюдков, убивая их солдат и их самих, в принципе. Ну, это краткий пересказ сюжета, так как я его понял. Там еще потом узнается, что для производства киборгов плохие ребята крадут детей и режут на органы, чтобы потом натренировать их мозги в виртуальной реальности, чтобы потом они убивали в реальной реальности, в роли киборгов. Еще, оказывается, они делают все это на законном уровне. Что, честно говоря, как-то странно. Но она же ГГЧХ на законы, ведь законно, это всегда правильно. И он отправляется таким образом убивать плохишей, о чем я, в принципе, уже говорил. Почему дети? Ответ. Kids are cruel. All people are by nature. They just lose touch with it as they get older. Start thinking they know right and wrong. That's immoral. War crime this, code of conduct that. Kids, you can mold, manipulate into performing all kinds of atrocities. Ну, по сути, это кратко весь сюжет. Давайте же поговорим о персонажах, ведь они тоже тут вызывают интерес. Каждый персонаж в игре хорошо прописанный, он запоминается и выделяется от остальных своими идеями и мировоззрением. Ну, хотя не частично свои. А начнем мы, пожалуй, с главного героя игры, Джека, он же Райден, он же Джек-потрошитель. Вся его предыстория про его прошлое, про его военные дела и прочее объясняется в 2 прошлых МГСах, а именно 2-й и 4-й. Но даже не проходя эти 2 игры, все равно можно понять, каким тяжелым было у Райдена прошлое. Про это вам косвенно рассказывают в самой игре злодеи, об этом иногда упоминает сам Райден, а если вы хотите копнуть еще глубже, то сидите в кодеке по полчаса, слушая своих тиммейтов и собирая по кусочкам информацию. Увы, мне впадло этим заниматься, когда бегаешь и рубаешь всех на своем пути! Но опять же, и без кодека можно понять характер персонажа. Райден всю игру скрывает своего внутреннего себя, говоря, что его меч — это инструмент справедливости, что он защищает слабых, что он всех убивает для спасения других. Сам он говорил это в начале игры. И частично все это правда, но злодеи игры начинают затирать свою философию, переубеждая Райдена в обратном.
Сэм ему оформил минус глаз и минус руку, потому что он отрицает функцию своего же оружия. Oh, I see. You deny your weapon its purpose. Злодеи говорят ему про схожесть друг с другом, ведь они оба любят убивать, а Райден это отрицает. So you see, cut from the same cloth, you and I. You don't know me. Добивающий же удар сделал мой любимый Монсун, ведя философскую лекцию про мемы. Ну да, про Монсуна мы еще отдельно поговорим. И да, похлопайте за мой фейковый смех. Спасибо. Там же он говорит про то, что вот ты защищаешь слабых, а кто защитит тех, кого ты убиваешь, а? И тут Райден признает мысль Монсуна, говоря, что весь этот бред про инструмент справедливости и защиты слабых был лишь оправданием его действий, способом стерживания внутреннего себя. И перед нами постоит настоящая натура нашего героя, Джека Потрошителя. Doctor, turn off my pain inhibitors. What? This is madness. You Do it! All right. Pain. This is why I fight. This is my normal. My nature. You've lost your mind. Who's next? Несмотря на жестокую личность Райдена, сам он не хочет, чтобы другие люди, в особенности дети, которых эксплуатируют злодеи игры, вставали на схожий ему путь. Это наглядно видно на отношениях Райдена с Джорджем и причине, по которой он хочет снести компанию, отвечающую за создание киборгов из детей. Boris, listen to me. That VR training, they'll be warped into killing machines. They'll be set on POWs, civilians. It'll be one atrocity after another. Like what you went through. We can't have any more Jack the Rippers. You saw what happened with George. I'm doing this, Boris. I have to. I can't save those kids from becoming cyborgs, but I can stop them from becoming murderers. Кроме этого, главный герой местами выкидывает всякие шуточки, ну, некоторые из которых вызывают небольшую ухмылку, ну а так все они такие себе. В принципе, да. Military cyborg, you are not licensed to operate in this area. You're in violation of state and federal law. Guess you better arrest me then. You sure you want the K9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on 2 levels. Adios, amigos. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. Поговорим о других персонажах игры, в частности боссах. Вульф, или же Blade Wolf, или же LTU-84i является вторым боссом игры. О первом боссе мы чуточку позже поговорим. Интересного в этом боссе есть то, что после победы над ним, дальше по игре его каким-то чудом, мне неизвестным, починят и переманят на нашу сторону. Изначально Вульф хоть и имел в себе высокоуровневый искусственный интеллект,
он был ограничен фактом подчинения приказов. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Позднее наши герои убрали эти ограничения, и Войтвульф мог самостоятельно мыслить и принимать решения. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. В конце игры Вульф меняется благодаря Райдену и еще одному персонажу, а он создает свои собственные директивы, становясь полностью самостоятельным интеллектом со своим мировоззрением. Вот так вот. Даже Бату прописали характер и свою историю в этой игре. Закадровый смех. I am Mistral, the cold wind of France. Мистраль – третий босс игры. В реальном мире Мистраль – это холодный северо-западный ветер, дующий на Средиземное побережье Франции. Это слегка объясняет происхождение нашей героини. Она с Алжира, хотя сама наполовину француженка. Еще будучи маленькой, она пережила смерть своих родителей от рук плохишей. But I butchered those fuckers. После убийства виновников торжества она осознала, что она прирожденная убийца. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. My enemies fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Who? And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. Особенностью Мистраль является какое-то подобие ошейника с кучей слотов для того, чтобы вставлять туда руки. А еще она от вставки рук стонет так, как будто эти руки ее... Ладно. Особой пользы эта куча рук не приносит. В основном она пользуется отдельным оружием из крепления этих же рук и ножа. Работает оно как копье и кнут одновременно, что дает много возможностей для атаки и защиты. Но это я уже в геймплей перехожу, поэтому перейдем к следующему персонажу, Сандаунеру. Like I said, kids are cool, Jack. And I'm very in touch with my inner child. Сандаунер – глава злодейской компании Desperado, разжигатель войн и любитель японской культуры. И, наверное, аниме. Война для него – частичка его души, его идей. Он не может жить без войны и ее экономики. И это повлекло за собой развитие его жестокого характера. Честно говоря, мне больше нечего про него сказать, разве что тема у него классная. Ну а музыке потом. Ну и вот, время рассказать про мою любимую мемную троицу. Встречайте, мемный Монсун, бразилец Сэмюэль Родригес по кличке Реактивный Сэм и американский сенатор Стивен Армстронг. Начнем с Монсуна. Монсун – пятый босс игры. Он появляется перед эмоционально сломанным Райденом, показывая свою особенность в виде разделения на несколько частей, и затирает нам свою философию про мемы. И для понимания я покажу вам катсцену в двух языках, чтобы вы все поняли. Free will is a myth. Religion is a joke. It's controlled by something greater. Means the DNA of the soul.
Да, он реально говорит про мемы. Но если вы думаете, что наши переводчики неправильно перевели как-то, то на самом деле нет, все правильно. Если загуглить значение слова мем, то оказывается, что мем – это единица значимой для культуры информации. Мемом может быть любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия, передаваемая от человека к человеку в любом формате. Да, поэтому наши ребята все правильно перевели. В нашем, кстати, понимании правильнее говорить интернет-мем, а не просто мем. Ну какая разница, че затирает про мемы? Ну типа, о, смешно же, да? Я посмеялся, хорошо. В остальном же Мемсун философ-убийца. Пока все спокойно, он спокойно, но как только он начнет драку с сильным противником, он с ума сойдет и станет поехавшим киберубийцей. Ну уж извини, Мемсун, самый сумасшедший здесь — это я! Поговорим про другого достаточно важного в сюжете персонажа. Okay. Let's dance. Реактивный Сэм. Чуть ли не второй по важности персонаж игры, а как минимум третий. Он настолько понравился людям, что про него даже сделали DLC. Ну еще про Пейдвульфа сделали. Я пока их не проходил, но когда пройду, сделаю по ним видос. Штука началась. В игре он просто шикарен. Если Мансун выделялся лекцией про мемы, то здесь Сэм выделяется своей мимикой. Большинство его выражений лица стали мемными и известными. Некоторые фразы стали запоминающимися. И, внимание, спойлер, смерть Сэма. Господи, насколько же это тупо. Dice of cringe. Исключая мемы, Сэм некий такой соперник, типа равный Райдену, да. Равный соперник Райдену, да. Да. Он верил в идеалы Армстронга. Однако... 2 years I've been working towards this. And on the last day, Blondie has me doubting the whole thing. We'll leave it up to fate then, shall we, Wolfie? A duel to the death. May the best man win. Sam. I cut him down, and that's that. Back to a regularly scheduled international incident. But if he beats me, if I die here, the lock on my blade will disable after a couple hours. What happens after that is up to you, Wolfie. Ha! Even dead, that guy's a pain in my ass. Больше инфы о Сэме можно узнать в DLC с ним, так что в следующем видео мы его подробнее обсудим. Настало время финальной звезды мемов. Well, if it isn't Saucy Jack. Стивен Армстронг, финальный босс игры и главный его злодей. В игре вы его увидите один раз в начале и в самом конце. И лишь под конец вы поймете, что Армстронг всем тут руководил. Его финального появления на полчаса хватило на то, чтобы раз раскрыть его идеи и характер, и два разобрать его фразы и позы на мемы. Что уж говорить про тот легендарный момент с супер быстрым пинанием его пресса. Это прям, вообще легенда. Армстронг считается зародителем всех тех идей, в которые верили прочие злодеи игры. Он хотел свободной Америки, которые будут управлять сильнейшие, а остальным, будучи киберами-убийцами слэш-разжигателями войн, очень понравилась эта идея, ведь-то они и так-то уже были сильными, им ничего не грозило. При том, что эти люди шли очень на руку Армстронгу с его планом возникновения конфликта. И даже когда все провалилось, когда всех тут убили, он не спустил рук, а взялся за дело сам. И ему при этом еще помог сам главный герой Джек, когда врывался на базу в Пакистане. Но мемы,
О, господи. То, как он пинает Райдена, как он на него становится, а потом достает сигарету, чтобы закурить. Фраза про Making the mother of all omelets here, Jack. Can't fret over every egg. Nanomachine, son. Прямо да уж. Армстронг это просто легендарный видеоигровой персонаж. Ну все, об интересных персонажах я рассказал, пора теперь и про геймплей поведать. Геймплей для меня считается важнейшим аспектом игры, ведь каким бы ни был крутым и глубоким сюжет, или какой бы классной ни была бы графика, смысл от этого всего, если в это не интересно играть. Я, честно говоря, не имею особого опыта в слэшерах. Единственный слэшер, который я чуть-чуть играл, был God of War 3 на соньке моего друга, и на этом все. У нашего героя есть базовые навыки и способности. Бег, прыжок, атака легкая, атака тяжелая, ну вы поняли. Но также есть и особенные способности, которые отсутствуют в других слэшерах. Наверное. Дабы упростить передвижение по локации и избавить вас от ненужного в этой игре платформинга, вы можете активировать бег ниндзя по зажатию одной кнопки, чтобы бежать быстрее и автоматически запрыгивать, вскарабкиваться куда-то, перепрыгивать через препятствия. При том, что это можно использовать не только вне боя. Оформлять, короче, крутые паркур-трюки, пока вы зажимаете одну кнопочку. Фича полезная, однако, честно говоря, слегка сломанная. То вы не можете куда-то залезть из-за заедающей анимации, то он топорно перепрыгивает, то еле вы подойдете к забору моста, и Райден перелезет через этот ***ий забор. Ну и еще, хоть вы можете атаковать во время бега ниндзя, вы не можете парировать удары, так что вам остается только убегать от них как трус. Насчет парирований, кстати. Если на вас нападает враг, что помечается красным свечением, то вы можете парировать его удар. Вы также можете контратаковать врага сразу после парирования, если сделаете его в самый последний момент. Также для некоторых врагов таким образом открывается возможность его добивания. И мы плавно переходим к главной механике игры, режиму клинка, или, как я люблю называть, режиму резни. Перейдя в этот режим, вы можете точно и аккуратно разрезать по факту что угодно, будь то предмет, враг или конструкция. Хотя предметы и конструкции можно и вне режима клинка разрезать. Ну да ладно. Кроме особого наслаждения от шинкования врагов, их частей на мясные или железные суши, эта механика пользы сильно не дает. Таким образом, походу разработчики и подумали, поэтому добавили фичу, которая стала неким символом игры и надобностью в использовании режима клинка – Зандатсу. На первом уровне Джек еще с не особо продвинутой броней, а поэтому вы могли только в режиме резни рубать своих врагов. Да и все в принципе. В следующем же уровне наш главный герой из-за сюжетных причин продвигается до уровня Dungeon Master с более крутой броней, которая, увы, теперь требует энергию для использования режима клинка. Тут как раз на помощь и приходит Зандатсу. Во время режима резни, если вы попадете в нужную точку на враге, то сможете из его разрезанных внутренностей достать электролиты, которые выглядят как синие позвоночники. И выжав из них соки вручную с очень сочной анимацией, Джек поглощает энергию с электролитов, а также восполняет себе здоровье, из-за чего в нужный момент эта штука может вас спасти, как добивание в Doom Eternal, к примеру. Кроме добавления пользы в бессмысленный режим клинка, Зандатсу вознаграждает также шикарнейшей анимацией и восполнением ХП, что делает этот прием просто обязательным в каждой битве. Да и если вы хотите повысить свой ранг битв, то Зандатсу вам нужно оформлять по сути на каждом противнике, а это, к слову, не всегда получается. Баран, блядь. Еще я, кстати, забыл рассказать про другую фичу игры. После победы над мемным Монсуном вам открывается режим Потрошителя. Что-то в духе... Я сейчас убью всех, блядь! При активации ваша шкала энергии неумолимо падает, но при этом вы наносите в несколько раз больше урона, а также ваши обычные атаки работают, будто вы в режиме клинка. В таком случае я советовал бы использовать этот режим для снятия брони с противников, а позднее их в режиме клинка добить и оформить Зандатсу. И да, режим Потрошителя можно отключать до окончания энергии.
Геймплей в МГР шикарен, он динамичен и безостановочен. Вы можете пинать врага, не отходя от него ни на шаг за счет парирований. А когда осваиваешь все механики в игре, то ловишь дикий кайф от игры, как в Doom Eternal, где по сути то же самое. Ну вот за геймплей однозначно лайк. И, кстати, небольшой совет, чтобы лучше играть. Чтобы парировать удар, вам нужно, сейчас буду объяснять для геймпада, для клавиатуры по сути то же самое, только вместо стика WSD. Чтобы парировать удар, вам нужно направить стик в направление, куда нападает ваш враг, направление удара вашего врага, и нажать кнопку легкой атаки. И сделать это надо одновременно. И при том, чтобы, чтобы парировать второй раз, вам нужно снова направить стик в направление атаки врага и нажать кнопку легкой атаки. Вы не можете тупо зажать стик и долбить кнопку легкой атаки. Так парирования работать не будут. Предупреждаю. Потому что парирование тут очень важная механика. На том же Мансуне вы это очень хорошо поймете. Поверьте мне. А вот за что бы я поставил 1 000 000 лайков этой игре, так это за музыку. Музыка в игре идеальная. Это лучшее, что я когда-либо слушал, честно говоря. Мало того, что музыка в игре подходит под динамику игры и происходящее, так и еще в темах боссов вокал повествует о самих боссах и раскрывает их личность, характер и даже само отношение к битве с главным героем. О, темы боссов. Какую бы тему я бы не включил, но это тупо 10 из 10. Вот смотрите, я включаю одну тему. 10 из 10. Другую тему. 10 из 10. Еще одну. 10 из 10. Ну вы поняли, короче. Саундтрек шикарный. Я бы, конечно же, рассказал про каждую тему босса в этой игре, но... А почему бы и нет, собственно? Я могу. Рассказывать я буду по порядку. От менее любимых к самым любимым. Хоть и не все бесспорно шикарные, в любом случае какие-то нравятся больше, какие-то меньше. Так что начнем, пожалуй, с I'm My Own Master Now. Играет она во время битвы с Плейдвульфом и, соответственно, повествует о нем же. Как он родился с ограниченным интеллектом, с функцией ослушиваться приказов безотказно, и про то, как он освобождается от ограничений и становится самостоятельным роботом, принимая решения сам. По факту, песня рассказывает о будущем Вульфа, в котором он становится нашим союзником с открытым ИИ, а позднее вообще избавляется от старых данных на замену новым видением. Особенностью тем боссов заключается в их интерактивности. У большинства боссов в начале битвы играет инструментальная версия, а когда у босса меньше половины хп, то присоединяется вокал. Следующим идет A Stranger I Remain, играющая в битве с Мистраль. В песне расширяется история Мистраль, как она за просто так убивала людей, не видя в этом какого-либо смысла и цели. Ей просто нравится убивать. Но она знакомится с Армстронгом, и тогда она понимает, ради чего сражается, зачем она убивает этих людей. Идеи Армстронга послужили ей оправданием всех ее прошлых и последующих действий, уничтожением ее сомнений во всех ее злодеяниях. Таким образом, Мистраль очистила свою совесть для себя и дала себе смысл убивать дальше. Правила природы.
Трек, играющий в первой битве с боссом Metal Gear, который, кстати, начинается спустя 5 минут после начала игры. Вот вы начали игру, победали там 5 минут так базовых врагов, все, вам говорят, убей вот этого большого робота, пожалуйста. Кайф. Вот за что можно полюбить эту игру, реально. А еще эта песня играет в битве с Градом, который, кстати, родом с Украины. Песня не повествует о самих боссах, а больше о битве с ними самими, где боссы выступают в роли голодного зверя, охотящегося на главного героя. Но из этой битвы выйдет победителем лишь сильнейший. Это и есть правило природы. Red Sun или же Red Sus. Песня, играющая в битве с Сандаунером. Интересно, что инструментал песни среди других самый яркий и оптимистичный, что ли, в то время как голос в вокале, напротив, самый низкий среди остальных. Вот так вот получается инь-янь. Песня рассказывает о жестокости Сандаунера, наверное. И название одновременно отсылает на флаг Японии, фанатом культуры которой Сандаунер является, и скрывает в себе смысл облитого кровью солнца, что отсылает на жестокость Сандаунера. В битве с ним сначала играет инструментал трека, а когда вы ломаете щит Сандаунера, при котором он то начинает играть вокал. Так, дальше пойдет It Has To Be This Way при финальной битве с Армстронгом, но перед этим по-бырому разберем Collective Consciousness. Вроде так читается, но оно, честно говоря, тяжелее пишется, чем читается. Которая играет в драте с Metal Gear Армстронга Excel. Трек раскрывает идеи Армстронга с его новой Америкой, где будут править сильные, а слабаки вымрут. Частично песня даже спойлерит будущую речь Армстронга после победы над Metal Gear. В остальном это, конечно же, шикарная песня. Ну а теперь время легендарной песни, которая стала мемом. It Has To Be This Way. Интересный факт. Эта песня не играет во время жесткого запинывания пресса Армстронга, что грустно.
Другой особенностью трека является то, что повествование ведется не об Армстронге, а от лица Армстронга, про его схожесть с Райденом. Они оба проделали большой путь, оба боролись со своей идеей, и хотя разными способами они это сделали, но все же. Сам Армстронг перед смертью говорит, что он хотя бы оставит достойного преемника, Джека. И несмотря на разносторонность их, они оба убийцы. Ну, как вы поняли, легендарная It Has To Be This Way не моя любимая песенка. А поэтому мы продолжаем, ведь дальше идет не менее легендарная The Only Thing I Know For Real, играющая в битве с Сэмом. Ее вы слышите 2 раза. Инструментал в первой битве с Сэмом в начале игры и инструментал с вокалом в конце игры в его финальной дуэли. Песня рассказывает о сомнениях Сэма в битве. Он уже не понимает, зачем он здесь, за что он сражается, чья правда есть правдой. Но он знает одно точно, что несомненно прольется кровь. Итак, настало время моего самого любимого трека, того, что заставил меня полюбить эту игру. И это The Stains of Time, тема Монсуна. Неспроста это мой любимый трек, ведь перед битвой Монсун нас морально задавливал, вынуждал признать себя монстром и принять наказание за свои грехи. Но он получил в итоге другой результат. Джек не просто принял его слова, он принял своего монстра глубоко внутри и дал ему волю. Дал волю своей природе кровожадного убийцы. И как раз тот момент, когда Джек говорит, что время ему устроить резню, и начинает играть этот трек. О, господи, как же это охуенно! И знаете, я даже не буду говорить о том, о чем вот повествует эта песня. Нет, потому что вам нету до этого дела. Вы заряжены, вы чувствуете себя неостановимой машиной для убийств. И все, что вы хотите в этот момент, это выпотрошить из этого мемного ублюдка всю дурь как можно скорее. Но момент на 40% хп босса, ну еще на 10%, это прям вот мой самый любимый момент. Ведь начинает играть вокал. Что ж, про самое сасное в этой игре я уже поговорил. Теперь пару слов о графике игры. Графика
хорошее. Metal Gear Rising: Revengeance шикарная, драйвовая, мемная, смешная и челленджовая игра. За 7-8 часов моего первого прохождения я столько эмоций получил, столько раз поржал, столько годноты послушал и столько раз, сука, сдох. Но это стоило того. И, честно говоря, если бы не мемы по этой игре, я бы так с ней не познакомился. Как и многие другие, наверное, тоже. Мемы – ДНК нашей души. И это то, что я думаю о Metal Gear Rising: Revengeance. Спасибо за просмотр. Ну и еще Сумочкин Продакшн и DDP47. Сделайте, пожалуйста, обзор на Metal Gear Rising: Revengeance. Пожалуйста.